Привет, друзья! Это «Кухня наизнанку». По вашим просьбам продолжаю тему «Вкусно и недорого». И сегодня покажу 5 рецептов самых простых пирогов, которые, как говорит моя мама, из тех времен, когда в холодильнике практически ничего нет, а хочется чего-нибудь вкусненького к чаю. Я выбираю один из этих 5 рецептов. Мало того, что это недорого, быстро, просто, это еще и очень вкусно. И первый в моем списке – пирог, который готовится практически из ничего. Эти ингредиенты уж точно всегда есть на любой кухне. Сразу не верится, что из этого может получиться что-то съедобное. Но если один раз попробуете, рецепт точно себе сохраните. Первое, что нужно сделать, это заварить чай. Чай можно взять любой, даже в пакетиках подойдет. 2 чайных ложечки сухой заварки заливаю крутым кипятком и оставляю, чтобы чай заварился и остыл. «230 мл чайной заварки выливаю в миску и добавляю 3 столовых ложки любого варенья. У меня из крыжовника. Оно даже засахарилось уже, но это совсем не страшно. Теперь сахар. Я добавляю примерно 60-70 грамм. Но если варенье слишком сладкое, то сахар можно и не добавлять. Обязательно пол чайной ложечки соли и 3 столовых ложки растительного масла. Теперь постепенно добавляю муку. Перемешиваю все миксером. Муки добавляю 250 граммов. И в самом конце разрыхлитель. Примерно 16-18 грамм. Перемешиваю. Тесто получается как густая сметана. Все, осталось запечь. Форму смазываю маслом и выливаю в нее тесто. Духовку разогреваю до 180 градусов. Ставлю в нее форму с тестом и выпекаю 30 минут. Даю пирогу немного остыть и достаю из формы. Я сегодня выпекала в форме для кекса, но это вовсе не обязательно, совершенно любая форма подойдет. Подаю, посыпав кусочек сахарной пудрой. Пирог получается очень мягкий, пористый, ароматный и слегка влажный. Всегда отлично пропекается. Я называю его палочка-выручалочка. Просто, быстро, недорого и вкусно. Частенько выручает этот рецепт, особенно в пост. А этот пирог я называю раз-два и готово. Все смешал и выпекай. Все точно так же просто. 2 яйца взбиваю и добавляю к ним стакан кефира и стакан варенья. Подойдет любое варенье, только без косточек. У меня сегодня клубничное. Если варенье не очень сладкое, можно добавить сахар. Теперь 2,5 стакана муки и чайную ложечку соды. Все хорошо перемешиваю. Тесто получается вот такое густое. Форму смазываю маслом и посыпаю манной крупой немного. Теперь выкладываю тесто. Распределяю лопаточкой. У меня форма 20 на 30 сантиметров, но подойдет и круглая, диаметром 24-26 сантиметров. Тогда пирог получится чуть выше. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Мне нравится этот рецепт за то, что всегда получается новый вкус. Зависит от варенья, которое добавляю в тесто. А летом я готовлю такой пирог с перетертыми ягодами. Тоже очень вкусно. При этом просто и недорого. А теперь манник. Ну как же без него? Да, это, наверное, самый удачный рецепт манника, который я знаю. Всегда получается пышный, нежный и очень-очень вкусный. Если вы никогда не готовили манник, или он у вас
по каким-то причинам не получается, попробуйте этот рецепт. Я в нем уверена на 100%. Можно готовить его и в духовке, и в мультиварке. Всегда отличный результат. А рецепт при этом простейший. Все ингредиенты я беру комнатной температуры. Кефир не должен быть холодным, это важно. Наливаю в миску 500 мл кефира, добавляю 2 яйца и 2 столовых ложки майонеза. Хорошо перемешиваю все венчиком. В другую емкость просеиваю полстакана муки. К муке добавляю 1,5 стакана манной крупы и стакан сахара. Перемешиваю сухие ингредиенты и вливаю сюда же подготовленную кефирно-яичную смесь. Перемешиваю до однородности и оставляю на столе примерно на 40-50 минут. Теперь к растопленному сливочному маслу добавляю пол чайной ложки соды. Масло не должно быть горячим. При желании масло можно заменить на маргарин. Добавляю в тесто и хорошо перемешиваю. Форму смазываю маслом и посыпаю манной крупой. Выливаю тесто. Диаметр моей формы 26 см. Духовку разогреваю до 180 градусов. Выставляю время 40 минут и выпекаю пирог в режиме вверх-вниз плюс конвекция. Если у вас духовка без конвекции, тоже все получится, но времени может понадобиться чуть больше, примерно около часа. Прошло 40 минут, и манник готов. Я проверяю пирог на готовность деревянной палочкой. Оставляю, чтобы немного остыл, и достаю из формы. Осталось нарезать, заварить чай и попробовать. Пирог получается невероятно вкусный, высокий, пористый, в меру сладкий и очень нежный. Для меня это просто идеальный рецепт манника. А следующий рецепт для любителей медовой выпечки. Пирог простой, но очень вкусный. Мягкий, в меру сладкий и ароматный. Я очень люблю этот рецепт. И здесь снова все очень просто. Яйца взбиваю с сахаром. Добавляю мед и соду. И в самом конце кефир. Смесь немного осядет, так и должно быть. Теперь добавляю муку и снова все перемешиваю. Тесто кажется жидковатым, но муку добавлять не стоит. Все получится. Форму смазываю маслом и выливаю в нее тесто. Моя форма 20 на 30 сантиметров, но можно взять и меньше, тогда пирог получится чуть выше. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Я проверяю на готовность деревянной палочкой. Пирог отлично поднимается, а пока печется, такой аромат стоит, что хочется попробовать прямо сразу. Но лучше дать пирогу немного остыть. Нарезаю. Пирог получается всегда очень мягенький и вкусный. Можно посыпать сахарной пудрой. У нас такой пирог любят все. Думаю, что и ваши родные тоже оценят. И еще один рецепт пирога из записной книжки моей мамочки. Его раньше готовили все, кого я знаю. Вот уж точно вкус из детства. И дома мы его пекли, и в гостях пили чай частенько с таким пирогом. Здесь снова все просто. Взбиваю 2 яйца и 200 грамм сахара. Сахар при желании можно уменьшить. Добавляю 130 мл кефира и 80 грамм майонеза. Я сейчас использую домашний майонез, но раньше, конечно, это был обычный провансаль из стеклянной баночки. Перемешиваю все венчиком.
и добавляю чайную ложечку соды. Теперь мука. Я ее предварительно просеяла. Муки нужно 220 граммов. Добавляю постепенно и перемешиваю. Тесто получается как густая сметана. Форму смазываю маслом, любым. Мама смазывала обычно смальцем и выпекала в чугунной сковороде. У меня сегодня форма диаметром 26 сантиметров. Наполняю ее тестом. Распределяю тесто к краям, но все равно в центре поднимется больше. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю примерно 30 минут. Готовность также определяю деревянной палочкой. Вот такой пирог внутри. Вкуснее, когда остынет. Мы очень любим его с абрикосовым вареньем. Напишите в комментариях, а в вашей семье пекли такой пирог? И, конечно, буду благодарна, если поделитесь своими рецептами простых и вкусных пирогов к чаю. Ставьте лайк этому видео и делитесь им с друзьями. Буду ждать ваши отзывы и фото готовых пирогов и других блюд, приготовленных по моим рецептам, в нашей группе ВКонтакте. И, конечно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного.